I'm Patrick Lancaster, and we have arrived in Kursk, and we are not far from the front line right now. We are in one of the Akhmat Special Forces bases, and we have just witnessed a surprise here of several refugees or displaced persons that have been living under Ukrainian control in the Kursk region for 6 months now in the Sudzha city, which has just been taken control of by Russian forces. And we're here to speak with the soldiers, to speak with the refugees, and we're going to be seeing what the general, the frontline general here, Abti, of the Akhmat Special Forces, says about the situation. He's been in the thick of it. Akhmat has purportedly taken part in the underground tunnel attack into Sudzha that went past Ukrainian defenses to get Russian forces inside the city. And we're here to show you exactly what's happening. We're going to talk to the general, get to the point, to the mouth of what's really happening here. So let's get into it. Please like, share, subscribe. We got a lot more to come, and support my work with the link on the screen or in the description. Make sure you go down to the link, the pinned comment, and subscribe to my Substack. We've got so much more coming. Let's get some information. Вы такой ад пережили, что вообще... Вам уже даже переживать. Ну что, как у вас? Нормально. Дождались, да, все? Вы знаете, мы даже не поняли, Это не то что слово. мы только вчера увидели ребят наших. Мы подумали, что это украинцы ходят и собираются нас расстреливать. Я хотела вообще бежать голая. А потом мы увидели красные нашивки. И мы такие счастливые были, мы не могли поверить этому. И спасибо, ваши сегодня ребята приехали. И тоже обрадовали нас с уездом. Мы там еще, мы жили в чужом доме, у нас 2 дома сгорели. Оба. Подождите, ваш дом же целый. До половины. Разбили его. Вчера Ну, или окна у вас там окна, ну, одну стенку попал снаряд. А сейчас получается. Да, все вот. было целое, я же видел. Да вот, прямо, В да. общем, последние дни у нас был ад, наверное, на земле по-настоящему. А у нас вообще квартира, у нас дом был, дом возле речки. Дом прилетело, а потом сожгли. И рядом была у дочки квартира, у меня маленькая комнатка. Мать, да не боись, все Стоял сделаем, дом. Мама все говорит, будет, все пойдем, хорошо будем будет. жить. Будем Всё жить, будет. говорит, в доме в том. Мама говорит, там окна и двери, все повыбито. Как мы будем жить? А сегодня крыши идем нету. через мост, у нас там мост и речка. Идем через мост, этот дом, что стоял без крыши, снесен, и у нас собачка наша бегает, попрощалась с ней. Говорю, будет все нормально, мы приедем. Не Да волнуйтесь. все будет уже хорошо, все будет хорошо. Спасибо вам большое, Да вон, пребольшое. Ребятам спасибо, да. как Да, говорится, ребята, отправил. большое Мы Большое спасибо. Пусть мы у вас нас- Господь хранит, Под ангела выстрелами сегодня хранителя. уезжали, под канонаду, беспилотник. Под ну, мостами. вон, Под мостами Я как проходили, раз- поэтому спасибо, ребята. У нас в Ахмате есть 4 православных священника и 4 мусульманина имама. Вот у нас получается один из имамов и наш православный священник, отец Евгений. Вот Этот наш получается. товарищ. Да, Это ну, наш очень- батюшка, теперь родной. это наш общий батюшка. Вот, Да, пожалуйста. это наши Вот. родненькие. Сегодня Мы мы должны все увидели его, дружить, друг всё, другу да. помогать, тогда только выживаем. Мы вот собрались, мы жили в 6 человек, мы собрались совершенно разные. Вот бабушка, которая, она не родственница нам. Мы пришли вдвоем с мужем. Потом еще женщина попала, у нее дом разбили, мы забрали себе. Еще одна пришла к нам. И мы жили Вот вот они 2 меня месяца. жизнь свернули. Вот это. Правильно. И друг другу помогая, поэтому получалось неплохо жить. Да. А И так, мы. конечно, Дом одному, сгорел, по куда одному выжить идти? невозможно. Пошли к одним, а у нас дом горит, они к нам побежали смотреть. А мы на мост целый был, зашли на мост, и у нас догорает летняя кухня и сарай. Все, я мама, в ту сторону не смотреть. Ну ничего. Маму ничего. провела. Восстановим, все Приходим, сделаем еще. приходим, мать. говорю, Подожди, Сергей подожди. Иванович, Анна Дмитриевна, примите нас, нам негде. Все. Слава Сделаем, Богу, всё приняли. сделаем. Добрые люди, спасибо им, Он всем у нас, спасибо. у нас уже несколько месяцев. Алена меня прямо затерроризировала меня. Я пытался все вытащить ее. Мать, отца, вот из-за них у нас такие прям с этими укропами разборки были прямо аж такие вот. И Ну, вот спасибо большое, спасибо вам. мы контролировали, мы смотрели, как дома, где что целое, где мирные у нас А находятся. нас Мы- видели, как мы там дрова Так я ж рубили, поэтому пилили. говорю, мы же это все видели, все.
Мы вот смотрели, кто где есть, где мирные люди. Вот Ну, все наблюдали. целое буквально было. Я говорю, что вот 2 дня назад прилетело снаряд, покоцало. И я говорю, что вот мамина спальня, где она ну, должна ночевать, и это, буквально вся стенка в осколках, через стекло, через стену прошло в осколках этот, и над дверями, и этот, ну, вообще. Ну это вот как они И только я убежали. этот буквально вчера забил USB 1,5 сантиметра толщиной окно, ну, чтобы этот не сквозило ничего. Сегодня глянули, вот такой ширины осколок опять пробил, USB пробил, стенку, от стенки отрикошетил и над дверями застрял. 21 Михайлов день ноября, а 22 я пригласила мужчину, чтобы слил воду с отопления. Но он пришел. И там вода у нас я ведра выношу, выливаю. Слышу только ду-ду-ду-ду-ду-ду. Открываю калитку. Козы мои пострелянные уже в машине. А козел раненый остался. Я говорю, ребята, козла заберите, а мы потом. Но они мигом, я не знаю, минутой просто. Смотрю, раз, бегом, раз, уже загрузили, уже умотали. Ну вот в августе мы уходили в интернат, туда в укрытие. Они у меня ходили свободно, никто не трогал ничего. Август, сентябрь, октябрь, в ноябре начало. Вот как. Как и у нас Проголодались они, наверное. Проголодались, к да. этому стоял времени. дом до ноября, второй дочкин, который. А мы, Сергей Иванович, у нас милиционер в отставке, майор. И нам под день милиции сожгли дом, нашли форму и сожгли дом. Первый не нас вначале сожгли, а второй все, теперь у нас возвращаться не Нажились они капитально. Мать, да Везли не всё, что беспокойся ты, хотели. все будет хорошо, не Короче, мародеры, беспокойся. знаете, бандиты с большой дороги. Прихожу к Мародеры. дочке. Мелочь, Стоит. всякая неприятная. Машина очень. стоит. На одной они уехали, а вторая осталась. Рено. Стоит машина без колес. Открытые эти. Багажник и передний этот. Я позакрывала Все все. будет хорошо. Прихожу где-то через неделю. Машина стоит. Прихожу через 3-ю неделю. Машины нету. Без колес. Все, уехала. Мародеры, короче. Украинский солдат, да? Да, украинские солдаты. У нас вообще зашли с гаража, забрали такую Они машину. Рено. прицепы, они Ну, все 7 на свете тысяч позабрали. новая прошла. Косилки, пилки, бензопилки. Ну все, что можно было забрать И такое. Mitsubishi, только телевизоры. 20 лет забрали. И потом, Не, когда ну я это пришла все еще... понятно. Я, допустим, понимаю, что машины, там это, Да. тот Ну, компьютер у когда меня подряд забрали это вообще это. позор. Ну то, когда они пришли, ушли, ну сидели там, пьянствовали или что там делали у нас в столе в кухне, ну мы прятались в это время. Они вот сидели, пьянствовали, что-то там делали, чаи пили, консервы подкрывали, все это. Но когда они ушли, зашел я, они с туалетной с туалета забрали туалетную бумагу. Было, ну да, это смешно буквально. А похолодало. У меня была жена 5 пар носков подарила на на день рождения. И еще пар носки теплые позабирали. Я кинулся, нечего одевать. Ходил, у жены просил, дайте хоть носки. Ну, это я, допустим, не понимаю. Ну, тряпки какие-то, я говорю, что туалетная бумага, там, ладно, там инструмент забрали, это все понятно. Но зато с инструмента самое первое, что они взяли, это у меня 2 хороших гвоздодера были. И они взяли вот эти два гвоздодера и забрали. Ну, ключи там хорошие, то-то, то. Такого вот именно, я же говорю, чтобы первым делом забрали. Они украинский солдат играл все, в принципе. Нет, там надо, чтобы у вас отфиксировали. В детской матрас забрали, в детской комнате у внучки матрас забрали. Вообще, захожу к дочери, дочь у меня на Гончаровке, в другом месте. Все поразбросано, все вещи невозможно пройти, просто вообще ужас. А потом захожу, коробки вот эти, салатницы, все за брата, пустые коробки валяются. Это вообще, я не знаю. Меня даже с холодильника, ну я к дочери часто езжу в Москву и привез обычно вот это хорошие фирменные конфеты. Ротфронт, там Красная Москва, все это.
позабирали. Что осталось, а там килограмма 2 конфет, они забрали это с холодильника, забрали, ели там или что-то, а на столе закусывали. Они уже, наверное, все наелись, потому что коробку шпрот открыли, они даже не попробовали, но открыли. И что, может быть, вас слушая или видит сам глаза, что украинский солдат может сделать неправильно или как это? Ну, понимаете, ну, все может быть, и тут же люди разные бывают. То есть Именно что вы видите? Ну, не знаю, что сделать, но я говорю, что у нас позабирали то, что можно было, позабрали. У меня стояла, допустим, маленькая переносная буржуйка, не буржуйка, а печка газовая от баллончика вот это. Забрали. Кофе, наверное, готовить. Все. Газовые баллончики забрали. Забрали телефоны, ноутбук забрали. Это все понятно. Это. Но они забрали все зарядки, которые были, и шнуры к зарядкам. Ну, неужели это такой дефицит или что-то? Может быть, did you see Ukraine soldiers committing any other war crimes? Вы видели что-нибудь, что украинские солдаты делали вот эти преступления? Ну, и мы не знаем, как сказать украинские солдаты преступления, если не преступление. Вот заходят в дом. Вот мы жили в доме в этом. Написано, живут люди. Да. Они Они стирают это, стирают с этого, заходят к нам. Ну, и машина стоит в гараже. раскомплектовывают. А мы сидели в доме, читали книжки, потому что что там еще можно делать? Читали книжку. Пока мы выскочили, муж выскочил. Он на него автомат. Он говорит, ребят, я тут живу, это моя машина. А они уже слили бензин, пробили бак, пробили шланги. Мы у вас чуть-чуть бензина взяли. На него еще автомат наставили. А я выскочила, когда я начала кричать на улице, вышла, потому что женщина, они с женщиной как бы не очень связываются. Тогда они, ну все, мы пошли, забрали этот бидончики с бензином, ушли. И машину, а потом и машину забрали. Мы колеса тоже сняли, 2 колеса сняли. Они все равно без колес ее. И закрыли гараж на замок. А вы видели убийство мирного населения? Нет. Мы у нас такого как-то Не видели. Мы Это город, вообще, это город, он если большой, честно людей много, сказать, поэтому мы нет. с Откуда Украины... вы? Чего? Откуда вы? Я? Вы. Из Суджи. Сейсужи. Они из Суджи. Но у их дом находится там глубоко, что они не могут видеть, как там что происходит. Они только свой участок. Они из Суджа. Ага. Они из Суджи, да. А Ну, как я они- как жил они- около как- рынка. Как они к вам относились? Мы с ними практически, как говорится, не встречались. Вот первые, мы когда прятались, они у нас в доме хозяйничали, все это ходили. Потом они ушли, другой раз где-то на улице встретят, документы проверят, сфотографируют паспорт, сфотографируют тебя, и больше мы как-то не общались. Если еду какую-то или чего, кто там привозил, как привозил, у нас типа где люди вот это престарелые были, интернат, мы туда приходили, получали вот это там пайки, все это. Кто привозил, как привозил, мы не это. И именно с украинцами почти не встречались, не это. И что вас будет сделать дальше? Что? Дальше что будет сделать? Дальше что будем делать? Ну, Жить. мы будем жить. Знаете, мы Раз поняли, остались что живы, материально это то не будем жить. основное. Мы вот как бы перед пенсией решили себе, мы работаем. Я работала, муж работал. У нас возраст пенсионный. Мы не выходили еще на пенсию. Я госслужащая. Мне 64 года, и я собиралась до 65 и уйти на пенсию по выслуге. То есть у нас хорошая пенсия должна была быть. У нас были 2 дома, у нас были 2 машины. У нас было все. У меня в доме было все. Теперь у меня нет ни дома, ни машин, 2 этих нет. А сначала забрали одну со двора, вторую с гаража от сватов. Все, ничего нет у меня. И 2 дома сгорели. А 2-й дом спалили из-за того, что муж милиционер. Форму нашли под день милиции. Под день милиции сожгли и одели форму его на колонку на улице. Вот как мы отреагировать должны? Хорошие они или плохие? Значит, Да, они нас я не все стреляли. прощал, но за то, что Они я нас не стреляли. милиционер, и они И это наш спалили, дом, я который мы... вообще У нас не дети прощаю. там родились в этом доме.
И дочка жила, мы перешли в другой более большой дом, а у нас этот дом остался. И мы им дорожили очень. Семейная реликвия. Мы даже как-то не так расстраивались, когда тот сгорел, он первый день у нас сгорел там. В общем. Нусечка, эта дочь звонит, она не знает, что мы живы, она не знает. Вот, Нусечка, мы едем домой, спасибо Ахмаду нашему, ребятам. Может, я только вот сейчас уже про тебя сейчас видео прислала. И, кстати, и Кейсер позвонил, и все, понимаешь, я месяц не знала, жива ты или нет. Нусечка, все, мы тут нормально, мы тебя тоже, все. Куда нам ехать? Пиши. Я поняла, сколько человек вас, или может срок? Нас трое. Вас трое, все понятно. Андрей, как приедет, заберет. И вы сказал украинский, они специально игон вас дома? Дом зажгли специально, конечно, потому что нашли форму мужа, он майор милиции в отставке у нас. Это преступление, точно. И они нашли эту форму, и в отдел милиции сожгли этот дом. Не будем данные просто. Запиши, Аня. И много раз это произошло, как это, вы видели другой раз. Нас там не было в доме. Нас не было в доме. Yeah, have they seen other events like that with other people where the Ukrainian soldiers burned homes on purpose? А вы видели, За вами что вот кто-нибудь другие Рядом дома все целые, не прилетало. програбили там или Так, что-то? подождите, мы Железногорск вас как раз и отправляем. Но они там не хавают, они заберут. Что другие делали преступления какие-то с Данные другими людьми тоже? Я не могу сказать, нет, других Мы нет. Вот, по вот это своим единственное, только мы просто по знаем. своим скажу. Мы по Ну, своим полили знаем. дома, вот, подожди, а на Гончаровке, там, когда улица горела, там даже свои их До военцы сказали, домов очень много сожгли. Вот у нас полулицы 8 марта в суд же сожгли. Полулицы вообще. Потом наш дом загорелся. А можно еще Рядом тоже рассказать, что полулицы сожгли? полулицы 8 марта над речкой сожгли вообще. Оно ветер как раз был, и все вот так пошло. Суд же это, да? Суд же, 8 марта улица, да, над речкой. Это было очень страшно, это просто невыносимо. Все у нас на глазах, и мы ничего не можем сделать. А у вас паспорта у всех есть? Да. А, подождите, то есть к вам уже люди и едут? они уже поехали. Они уже Все не хорошо. Тогда мы, получается, вас сейчас отправим тогда, вы свои вещи заберите, и вот мы вас тогда отправим, чтобы туда, где как раз Это вас моя, заберут. это ребята. Они как раз у нас тут останутся тогда. Все, сделаем. И дождутся своих. Конечно, конечно. Сейчас я отправил, чтобы все поехали сюда. У вас каждый... А теперь бомжи уже. Негде жить. Человек совершенно разных людей. Жили, ничего не страшно. Все Прожили И- 3 человека, 3 месяца. И что будет дальше, реально? Что будет дальше? Не знаю. Да будет все хорошо. Будем надеяться, что все будет хорошо. Думаем, Мы что думаем, нам наше же государство дом. нас не бросит Да, все-таки. думаем, что нас не бросят. Посмотрят на нас. И вот Ахмат спецназ, они берут вас от дома, да? Да, они молодцы, ребята. Вообще, мы сегодня шли под обстрелом вместе с ними, стреляли. Под обстрел, да? Да, и наверху беспилотник. Мы там жались так. So, украинские знаю, Они еще не они... ушли, не полностью ушли от нас. А там же Они там они есть. только вчера начали защищать. вот Они всю- знали, что мирные жители Ну, все равно конечно, не начали мирные. стрелять. Ну, вот раньше они, как бы не сказали, намеренно не бросали. А теперь, как их прижали, уже все. Уже мы теперь для них мишень. Мы сегодня по поводу не пошли воду брать. Без воды. Хлеба уже у нас не было, Хлеба уже не закончился. давали. Сказали, хлеб уже вам больше давать мы не будем, и не приходите. Вот и все. А давали вот вам сегодня хлеб? Давали. В давали. интернате. Да, давали. Мы ходили в Это интернат туда, и спасибо, там они нам хлеб давали Надо дать хлеб. должное, хлеб давали. Давали ему муку, сахар давали, кое-что из Ну, продуктов. гуманитарная, Украинцы. как они говорили. Гуманитарная помощь, Но да. мы не брали первые месяцы, мы 4 месяца вообще Да. не ходили никуда. Мы были в шоке, и мы не знали, что нам То делать. бишь среди них есть как нормальные? Очень хорошие люди. Есть, Вы есть. знаете, наверное, во всех нациях есть хорошие, есть плохие. Есть, неплохие есть. Есть отщепенцы, а есть А очень есть вот порядочные. один, вот приходили трое втроем, двое нормальные обычные люди, которые, ну, посмотрели документы, фотографировали. А один вот стоял вот так прищурившись, и он бы нас бы, наверное, сразу бы разорвал. Мужа с 3 сторон были, фотографировал. были. Ну что, не видно человеку 73 года, что не видно, что он уже не шпион, никто. Тем более с женой. И тем более с женой у него паспорт при нем. И он его и вывел, и так уже фотографировал. Он бы убил бы нас. Вот прям вот он
стоял. Потом вот приходили наши знакомые, они там в другом месте, вот и дочка их ищет их, сказали, один капитан в звании сказал, так, ну, наверное, не в состоянии трезвым был или не знаем каком, но вот запаха алкоголя не было. Говорит, так, подошел там наш знакомый, он пожилой уже человек, у него диабет, он подошел, дед, ты что сидишь, я тебя сейчас, хочешь, я тебя прекращу, твои мучения застрелю. Но у него, благо, не было автомата, он начал тянуть, а потом на женщин начал. Что вы тут ходите, мы вас ненавидим. Но не все, нет, таких, это были редкости, я не скажу. А этот вот такое поведение у него. И капитан, звание все-таки офицера должны быть, я думаю, во все времена должны себя знать, как вести. И вот он, вчера у нас оттуда стреляли, мы так и решили, что он, наверное, остался. И он сказал, я вас ненавижу, я буду до конца, даже если Зеленский подпишет мирное соглашение, я отсюда не уйду. А иностранных наемников Вы знаете, мы видели? не видели, мы не ходили нигде, мы только вот ходили по воду, и если иногда ходили в этот, да мы вообще мало ходили. У нас был комендантский час. Было. 3 часа комендантский Сначала до 5 3 часа. часов, а потом до 3 часов. С 10 до 3. С 10 У до себя на родине, 15. в своем доме я не имела права выйти в другое время. Потом, да, вот серьезно, это серьезно. Мы же говорим, гетто. Вот понимаете, есть как бы там говорят, вот там гетто, вот мы были в гетто. То есть нам не выйти, не выехать, мы оттуда не могли. 7 месяцев. У нас не было ни света, ни связи, Ни воды. ни воды. Ну, Ни газа. воды это потому, что мы сами нашли воду, которую вот вот наши Ну, мы искали местное воду, население это- вот качали сами руками. И мы нашли, это узнали, что там, и мы вот туда ходили. Ну и солдаты туда ездили тоже, брали. То есть никаких помощи какой-то от кого-то нет. Вот кроме хлеба, если дать это. Зачем это? И все. Были и хорошие ребята, были и плохие ребята. Мы вот так встретились, там перекресток у нас. Ну вот встретились мы соседи с одной улицы. Ну просто не возле домов, а тут перед мостом. И разговариваем, стоим. Выходит молодой человек, не знаю, может он или выпивший, или что, и говорит, вы думаете, мне трудно нажать курок? Я сейчас нажму, и вас не будет. Но мы, конечно, извинились и сказали, извините, пожалуйста, и быстренько разошлись по сторонам. Вот. А потом случай был, я слышу стекла бьются, а это рядом. Вот у меня дом вот здесь, а тут была квартира моя и дочери квартирка. И я такая слышу стекла, прихожу, они стоят, ребята, двое. Один, значит, стоит с автоматом, а второй уже окно разбил, вот это пластиковое, залез. А я говорю, ребята, а может вам открыть? Может вам открыть, через дверь зайдете? А он говорит, як ти тут жила? У тебе тут нічого нема. Ну я взяла, перенесла кое-що к мамі домой. Перенесла. А он говорит, а я свечки шукаю. А я говорю, да нету тут свечей. Какие свечи? 7 месяцев сидим, ну 6 это было где-то. 6 месяцев сидим, свечек уже нету. Вот. А потом он вышел, и говорит, уже когда вылез из дома, и говорит, но я в тебя стрелять не буду. Я в этих мирных жителей не стреляю. Я говорю, ну спасибо. Продолжение делать. Спасибо, говорю на это. В общем, в аду, знаете, есть в аду, мы 7 месяцев были Ад. в аду. Ад. И Это вот спасибо, ад вообще. скажем так, вот мы, допустим, чем питались, у нас сваты, они запасливые люди, как наше погорело все, и мы брали оттуда. Мы не ходили ни за гуманитаркой, 4 месяца мы вообще не ходили. И потом знакомая была корова, мы там ходили, брали молочко. То есть как бы все выживали как могли. А корову не расстреляли? Нет, не Не трогали трогали, корову. не Не трогали. трогали. Это- Корова Да жила была. были и коровы были Нет, там расстреляны. не трогали. Там не Возле трогали. интерната 5 коров Нет, лежало. они дома 5 держали. Да, коров. другое место. У да, нас да, на да. трассе, у Такая. нас на трассе, вот тут перед мостом, овцы у женщины были. 3 овцы задавили, и одна овца была котная. Там 3 ягнят было. Это все представьте. Коровы лежали, не убирали, жара Да, невыносимая. жарко было очень. Никто не Хоронили убирал, в ничего. огородах Говорит, а людей, что вы в хотите? огороде. Это война. А нас хозяйка говорит, а что, война с животными? Да нет. Ага, животные причем, зачем вы их задали? Конечно, кошмар. В огородах похоронены трупы всех, кто умер дома и похоронены во дворах. Да. Представляете? Ну, наверное, будет перед Перед захоронением. захоронением, В конечно. мешках вот Ну, зачем? все будет хорошо. Все будет хорошо. Да. Алхамдулилlah. Просто это вот как-то нецивилизованное поведение. Захватили, вы должны были организовать
какие-то условия, если вы Ну, такая захватили территорию. смешная, они везде всех убивают. а тут- Единственный метод. Нет, ну какой. как, простите, они же с гражданскими, как они сказали, мы не воюем. Ну как не воюют? Ну вот они же говорят, что они не А воюют. в Авдеевке сколько Вы убили, знаете. в Селидово, в Курахово, Ну, так везде, и у нас где я говорят, был. Поречной, конечно, в Русской испытали. Поречной, да. тоже. Это ужас, это ужас. Ну, И вот не вчера дай мы бог точно ничего Если не знали, они будет. скакали побывали- ужас, когда начали ходить по Побывали в дворам доме, и с автоматами. страшно решили, туда что они заходить. ходят перед Все уходом, вещи что расстреляют выкинутые, шифонеры, все Всё под ногами потоптано, сейчас. Тряпки, все тряпки. Вообще вот неприятно, Брать не самая брали, неприятная ситуация. а все это. Заходишь и сразу, весь коридор, ну все везде. Ну, у вас хоть тряпки, допустим, а у меня игрушки елочные И тоже вытащили и потоптали. потоптали. А у нас еще ногами шнуры потоп- поотрезали в этим пылесосе, в холодильнике, во всем. Ну, вот потоптали все А это потом там, сожгли, тот же дом и огоньки сожгли вот всё. эти разные, все. И Сергей Иванович форменное, первый раз он пришел, лежала на полу, мы просто в другом месте, там не топилось. Он поднял, повесил в шкаф. А потом второй раз пришел, мы пришли, подошли к гаражу. Сережа говорит, у нас дома нет, мы не видели, что он сгорел, у нас забор стоял. А дальше растения, и дома нет, и дом сгорел. И они его потом увидели на улице, одета шинель на... Когда сгорел, приехали быстрее фотографировать. Ночью фотографировать. Ну, в общем, Ужас, в общем, ужасы, ад на земле. ужасы. 7 ужасы. месяцев. Не дай бог никому. Можно сказать, вернулись сажены. Нам не верится. Вот сейчас сидишь, и вот так сердце стучит. Да потому еще вчера взрывы слышим, и кто Вчера его знает, 2-3 куда она раза бегали в полетит, подвал. где она упадет. И то, что мы сидели в этих подвалах, они же это не убежище, это домашние, домашние подвалы, да, бытовые просто. подвалы. Но если попадет, то оно там Там ни перекрытия, такие ничего ямы, не Да, спасет. если ямы. упадет, шли и думали, что выйдем мы оттуда или нет живыми из этого подвала. Ну там как. Ну да. Потому что плиты, если бы туда бахнули, плиты б на нас, Да. и все, нам лепешка, нас никто не достанет. У нас там сосед, это самое, к ним прилетело, и его прикрыло. И до сих пор он лежит, никто не вытащил под завалом. Ну, а в этом интернате? А в И в интернате, интернате они стрельнули по еще. интернату, там люди были, бабушки в тяжелом состоянии. Тяжелые, неходячие, Живые все, они которые на стрельнули. колясочках. Шум это всё это. подтверждено, это не мы, не слухи, это мы слышали, по радио слушали. Тоже втихую радио слушали, подпольно. Покажи. Батарейки втихую вытаскивали из этих соседних домов. Одна ходили. единственная информация. Идем Нашел узнаем, батарейки, что в там. шосах, сказал, сохранились лучше, потому что в пультах уже севшие. Спасибо. Вас уже отправить, как, да, чтобы у вас до машин. Мам, не надо, зачем? Дайте ей бумажку. Она напишет. Она после этих испытаний, наверное, думает, Может, ее забрать можно, если завтра поедешь. Они знают, где она. Давайте. Рита, она была у нас 3 дня назад. Все было нормально, жива. Мы просим, чтобы они забрали, мы адрес говорим. Но они остаются еще, они остаются еще. Это мы уходим. Все, до свидания. Спасибо. Скажи адрес. До свидания. Моя сумка у них, Сергей Иванович. Потом. Всем точно там люди живут. Но они скажут. У них Хлебов машина. Валентин. А у батюшки в машине. Ну, Тань, пойдем заберешь сумку ихнюю. Потому что у батюшки в машине. Мы сейчас свои вещи заберем. Okay, so we've seen this, what was it, 8 or 9 refugees that literally just came from Suja. And the Akhmat Special Forces, the Russian forces, evacuated them. So this is going to be a surprise report. We weren't expecting to meet them here, but we're going to end this report here to get this to you as quick as possible. The information coming directly out of Suji. And then we're going to go to our next report talking to General Apti. And I'm sure he's going to have a lot of information to say about what's really happening on the ground and what has been happening. He's been here, the only frontline general that I know of, here on the ground in the Kursk region during this intense battle
Please like, share, and subscribe. We got a lot more to come. Please remember, I'm totally independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Also, go down to the pinned comments, and you must definitely subscribe to my Substack, free blog, so you get the most out of my journalism. We're out. All right, so we've got a lot of information coming. We just saw from the mouths of the refugees that lived this, as they put it, hell earlier today. They said it was hell, and unfortunately the general had to head out to the front, or to do his work as a frontline general. So we're going to be getting an interview with him soon, but now we're going to be headed to the front to show a lot of more important breaking news update on the front line here in the Kursk region. And we are here with one of the soldiers that you've already met, and we're going to ask him what's happening. Stop playing it a bit, дальше. Дальше Суджу, планируем завтра утром едем в Суджу. Зайдем в трубу, во-первых, покажем вам трубу. Короче, покажем места боев, покажем технику брошенную. Противник уходил, много трофейной техники, короче, много оружия трофейных. Завтра покажем все. Покажем бабы, йоги, не йоги, все это, короче. И мирных жителей вывозим в Суджу, поедем в Суджу и вывезем кого-нибудь домой. Ну, мирника будем, посмотрим. Будем забирать мирных жителей, там много еще осталось. All right, so you hear the plan. We're going to be going to the actual tubes that the Russian forces, including the Atmak battalion or brigade, went through to go past the defenses of Ukrainian forces into Sudzha to basically kick off this whole massive taking back of territory by Russian forces here in the Kursk region of Russia. You're not going to see this anywhere else. We're bringing this to you, and comment below what else you want to see, how we can get better, what else we need to do, how we're not doing great, everything in between. Make sure you also go down in the comments, the pinned comment, and subscribe to my Substack. That's where you're going to get the most out of my journalism. And also remember, this work is only funded by you, my viewers, so please click that link on the screen and support my work, because we need your help to keep going. And also, please like, share, and subscribe. We're out.